Невероятная версия ФСБ о покушении на генерала ГРУ Алексеева. Кажется, в деле нет только пришельцев с Марса. Но это не точно. Сергей Лавров пожаловался, что Америка не хочет экономически дружить с Россией и перекрывает каналы поставок нефти. Гаагский трибунал над бывшими руководителями Косово. Прокурор требует 45 лет тюрьмы. Над Киром Стармером нависла угроза отставки из-за дела Эпштейна. А королю Чарльзу постоянно задают неприятные вопросы о брате. Выпустили и снова арестовали. В Венесуэле опять задержан один из лидеров оппозиции. Иран тоже арестовал главных оппозиционеров, чтобы у США не было соблазна с ними что-то обсуждать. И скандал на Олимпиаде. Медали ломаются сразу после награждения. Кажется, бракованная вся партия. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. ФСБ России заявляет, что двое подозреваемых в покушении на первого заместителя главы Главного разведывательного управления Владимира Алексеева признали свою вину. По версии спецслужбы, непосредственным исполнителем нападения был Любомир Корба, а его пособником – Виктор Васин. ФСБ утверждают, что Корба якобы был завербован Службой безопасности Украины в Тернополе, а сама вербовка проходила при содействии польских спецслужб. В якобы схеме использовался сын Корбы, Любош Корба, гражданин Польши, проживающий в Катовице. Через него, как утверждается, осуществлялась связь и давление на исполнителя. За выполнение задания Корбе, по версии следствия, пообещали $30 тысяч. Но и это еще не все. ФСБ также заявляют, что одним из сообщников Любомира Корбы был сторонник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По утверждению спецслужбы, структура якобы арендовала для Корбы квартиру в Москве на период подготовки покушения, а также обеспечивала его проездными документами для перемещений по городу. По версии ФСБ, Корба в течение нескольких месяцев следил за генералом, получая ежемесячные выплаты в криптовалюте, а в день покушения дождался его на лифтовой площадке. Еще одной подозреваемой ФСБ называет россиянку Зинаиду Серебрицкую, которая, по утверждению спецслужбы, выехала в Украину. Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева произошло 6 февраля в многоэтажном доме на северо-западе Москвы. По данным российских СМИ, он выжил и после операции находился в реанимации в тяжелом состоянии. В списках Главного управления разведки Минобороны Украины Алексеев фигурирует как военный преступник, ответственный за удары по гражданским объектам и организацию псевдореферендума в Херсонской области. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявил, что Киев не имеет никакого отношения к покушению. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал отчаянное интервью российскому пропагандистскому каналу ТВ Брикс, в котором много жаловался на то, что Соединенные Штаты стремятся к экономическому доминированию, не хотят развивать экономическое сотрудничество с Россией и перекрывают Кремлю каналы поставок энергоносителей. Ранее российские чиновники, включая спецпредставителя Кирилла Дмитриева, говорили о проектах на $12 триллионов между США и Россией и возможности восстановления экономических отношений в рамках мирного урегулирования в Украине. Поэтому здесь вот помимо того, что вроде бы с Украиной-то они предложили, и мы готовы были, а теперь они не готовы. Помимо этого еще и в сфере экономики никакого там радужного будущего мы не видим. Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями. Оставаясь открытыми, так же, как Индия, так же, как Китай, как Индонезия, как Бразилия, открытыми к сотрудничеству со всеми странами, включая, конечно, с такой крупной державой, как Соединенные Штаты, мы в ситуациях, когда на этом пути сами же американцы создают искусственные препоны, мы просто вынуждены искать дополнительные, защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов со странами БРИКС. Нам говорят, вот надо решить украинскую проблему, ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена. Для России Путин это не раз говорил. Неважно, что там будут говорить на Украине, в Европе, мы прекрасно видим пещерную русофобию большинства режимов.
в Европейском Союзе, за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция Соединенных Штатов. В понедельник в Гаагском трибунале прокуроры выступили с заключительным словом по делу бывшего президента Республики Косово Хашима Тачи. Его вместе с 3 экс-командирами армии освобождения Косово обвиняют в военных преступлениях против гражданского населения во время войны 1998-99 годов, которая в результате привела к обретению страной независимости от Сербии в 2008 году. В 2010 году доклад Совета Европы обвинил Тачи в убийствах и торговле органами сербов. Но Хашим Тачи отверг обвинения. В 2015 году в Гааге создали специальный трибунал для расследования военных преступлений армии освобождения Косово, и в 2020 году Тачи официально предъявили обвинения, после чего он ушел с поста президента. Обвинения и приговор не запрашиваются ни в отношении Генерального штаба, ни в отношении армии освобождения Косово. Аналогично, обвинительный приговор не запрашивается, и приговор не может быть вынесен исключительно на основании принадлежности к Генеральному штабу или армии освобождения Косово. Напротив, специализированная прокуратура Косово запросила обвинительный приговор по всем 10 пунктам и назначение единого срока в 45 лет лишения свободы, исходя из индивидуального вклада в преступления, указанные в обвинительном заключении каждого из Хашима Тачи, Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красничи. Эти преступления являются военными преступлениями и преступлениями против человечности и носят тяжкий характер. И тяжесть обвинений не уменьшилась с течением времени. Тачи, родившийся в 1968 году, еще в подростковом возрасте поддерживал национально-освободительное движение, возглавлял студенческий союз в университете Приштины и позже учился в Швейцарии. Вернувшись, он стал одним из лидеров армии освобождения Косово, начавшей партизанскую войну за независимость. В 1999 году делегация Косово под его руководством подписала план прекращения боевых действий в Рамбуе, но Сербия отказалась его поддержать. НАТО начала бомбардировки, что вынудило сербские войска покинуть территорию. Под защитой миротворцев и ООН Тачи был избран премьер-министром в 2007 году и в 2008 году стал одним из тех, кто провозгласил независимость страны. Несмотря на обвинения, многие косовары продолжают считать Тачи героем. Его фотографии с другими ветеранами вывешены по всей стране с надписью «Герои войны и мира». Весь процесс был обеспечен материалами от прокуратуры Сербии, как вы знаете. Были использованы недостоверные свидетели, те, кто никогда не был на войне, не видел боев и не принимал участия в войне, чтобы говорить как очевидец произошедшего. Поэтому этот суд с первого дня своего создания был предвзят, продолжает быть предвзятым и остается политически мотивированным, потому что иначе он не имел бы возможности предъявить обвинения с такими необоснованными доказательствами. В этих подозрениях, которые у нас есть сегодня и которые у нас были на протяжении всего процесса, мы вынуждены сомневаться, что могла быть какая-либо политическая воля. Это не принесет пользы справедливости. Если бы была справедливость, наши товарищи-бойцы вернулись бы домой невиновными. В понедельник британские газеты вышли с заголовками о растущем давлении на премьер-министра страны Кира Стармера. Глава его аппарата Морган Максуини ушел в отставку в воскресенье, 8 февраля, заявив, что берет на себя ответственность за совет Стармеру назначить Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его известные связи с Джеффри Эпштейном. После того, как новые документы раскрыли глубину отношений ветерана лейбористской партии с миллиардером, Стармер столкнулся с самым серьезным кризисом за 18 месяцев пребывания у власти из-за решения отправить Мандельсона в Вашингтон в 2024 году. Уход Максуини, стратега, который сыграл ключевую роль в приходе Стармера к власти, стал очередным ударом после серии неудач менее чем через 2 года, после того, как лейбористы одержали одну из крупнейших парламентских побед в современной истории Великобритании. Опросы показывают, что после череды неловких шагов Стармер крайне непопулярен среди избирателей, и некоторые в его партии открыто сомневаются в его суждениях и будущем. А остается неизвестным, достаточно ли ухода Максуини, чтобы успокоить критиков. Король Великобритании Чарльз III вновь оказался в неловкой ситуации из-за связей своего брата Эндрю с миллиардером Джеффри Эпштейном. Вопросы, которые задают королю по этому поводу, становятся все громче и звучат без должного почтения. Вот, например, что случилось в понедельник у станции Клиферо. Чарльз, как долго вы знали про Эндрю и Эпштейна? Боже, храни короля. На прошлой неделе во время прогулки в Дедеме кто-то также выкрикнул: «Чарльз, Чарльз, вы давили на полицию, чтобы расследовать Эндрю».
Напомним, король лишил своего младшего брата Эндрю титулов в октябре и заявил о его переселении из Виндзора после публикации подробностей о продолжающихся связях с осужденным за преступления против детей Джеффри Эпштейном. Новые документы Минюста США содержат письма, где Эндрю якобы поддерживал регулярный контакт с Эпштейном более 2 лет после его осуждения. Сам принц отрицал какую-либо вину и ранее утверждал, что связи с финансистом после 2008 года не поддерживал, за исключением визита в Нью-Йорк в 2010 году для завершения отношений. Умеренный социалист Антонио Жозе Сигуро одержал убедительную победу и избран президентом Португалии на 5 лет, опередив своего праворадикального соперника Андре Вентуру. Поддержку Сигуро оказали видные консерваторы после первого тура, опасавшиеся авторитарных и популистских тенденций Вентуры. Сигуро стал первым социалистическим президентом страны за 20 лет, сменив консерватора Марсела Ребело де Соуза. Несмотря на сильные штормы и ураганы, явка избирателей осталась на уровне первого тура 18 января. С подсчетом 95% голосов Сигуро набрал 66%, Вентура — 34%. Для Вентуры, 43-летнего бывшего спортивного комментатора, этот результат, хотя и проигрышный, отражает рост поддержки праворадикальных сил в Португалии и Европе, после того, как его партия Чега стала второй по числу мест в парламенте в прошлом году. Кремль заявил, что ситуация с топливом на Кубе носит критический характер, а попытки США задушить страну создают множество проблем. Напомним, в пятницу Куба представила масштабный план по защите жизненно важных служб и введению нормирования топлива на фоне кризиса. Коммунистическое правительство страны дало понять, что намерено противостоять усилиям США по перекрытию поставок нефти на остров в Карибском бассейне. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия ведет переговоры с Гаваной, в том числе об эвакуации российских туристов с острова. Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями. Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи. 2 судна с продовольственной помощью общим объемом чуть более 800 метрических тонн были отправлены на Кубу в воскресенье, сообщило правительство Мексики. Поставка осуществляется на фоне напряженности в отношениях между Гаваной и Вашингтоном, который пригрозил ввести тарифы против стран, поставляющих нефть на остров в Карибском бассейне. Оба судна, Албокс и Папалуапан, вышли из порта Веракрус на побережье Мексиканского залива. В груз входят жидкое молоко, мясные продукты, печенье, бобы, рис, тунец в собственном соку, сардины, растительное масло, а также средства личной гигиены. На прошлой неделе мексиканские власти заявили, что оценивают возможные способы поставок топлива на Кубу, чтобы помочь обеспечить базовые потребности острова, в частности электроэнергию и транспорт, и при этом не спровоцировать ответные меры со стороны США. В Венесуэле ключевой лидер оппозиции Хуан Пабло Гуанипа снова оказался в руках силовиков. Всего через несколько часов после освобождения из тюрьмы, где он провел более 8 месяцев как политический заключенный. Сторонники и семья Гуанипы заявляют, что его похитила группа вооруженных мужчин в гражданской одежде. Сын Гуанипы рассказал, что на отца устроили засаду около десятка неизвестных. Я хочу предупредить весь мир, что моего отца снова похитили. Мой отец, Хуан Пабло Гуанипа, находился на мероприятии в 23:45, когда на него напали примерно 10 сотрудников, у которых не было никаких удостоверений. Они были сильно вооружены, направили оружие и увезли моего отца. Я требую немедленного подтверждения, что он жив, и считаю режим ответственным за все, что может произойти с моим отцом. Хватит этих репрессий. Позднее прокуратура Венесуэлы подтвердила, что запросила перевод политика под домашний арест, якобы за нарушение условий освобождения. Партия Примеро Юстичиа возложила ответственность за новый арест политика на руководство страны. Гуанипа был освобожден ранее в воскресенье вместе с десятками политзаключенных после того, как США захватили Николаса Мадуро. После выхода на свободу он опубликовал видео, в котором говорил о будущем Венесуэлы и необходимости ставить правду на первое место. Мы хотим примирения, но примирение с правдой с самого начала. Давайте вспомним, что произошло 28 июля 2024 года в Венесуэле.
Давайте вспомним, что происходило в нашей стране все эти годы, где уважали волю и суверенитет венесуэльского народа. И отсюда давайте наладим новый политический процесс в Венесуэле, где будут соблюдаться правила игры, где тот, кто их не соблюдает, столкнется с соответствующими санкциями, и где будут уважаться воля и суверенитет венесуэльского народа, которые, несомненно, совершенно очевидны на данный момент. Наш призыв, наше требование — это освобождение всех политических заключенных. Чтобы каждый был свободен, чтобы каждый был со своей семьей, чтобы каждый видел, как растут его дети, чтобы каждый был рядом со своей женой и мужем, чтобы у каждого была возможность наслаждаться этой великой страной под названием Венесуэла. Гуанипо был арестован в мае 2025 года по обвинению в участии в террористическом заговоре против выборов, что он неоднократно отрицал. В тот же день были освобождены адвокат Перкинс Роча и еще около 30 политзаключенных, по данным правозащитной организации «Форо Пенал». Оппозиция и правозащитники обвиняют власти в использовании произвольных арестов для подавления инакомыслия. Несмотря на объявления о массовых освобождениях, сотни людей остаются за решеткой, а темпы процесса критически медленны. В Иране на выходных были задержаны как минимум 4 политика-реформатора. Среди них Мохсен Аминзаде и Ибрагим Ашгарзаде. Газета «Шарк» сообщила в понедельник, что партия Islamic Iran Nations Union потребовала освобождения своего генерального секретаря Азар Мансури, арестованной вместе с другими членами Реформаторского фронта. Объединение иранских реформаторов и умеренных. Юрист Мансури Хаджат Кирмани сообщил, что также был арестован пресс-секретарь фронта Джавад Имам, а точные обвинения против задержанных пока неизвестны. Массовые аресты и запугивания ведутся после недавних протестов, которые стали самыми кровопролитными со времени Исламской революции 1979 года. Власти Тегерана называют недовольных исламистским правлением бунтарями и вооруженными террористами, которых якобы поддерживают США и Израиль. Тем временем глава исламистского режима Аятолла Али Хаминеи заявил, что мощь Ирана зависит больше от стойкости народа, чем от ракетного потенциала, призвав иранцев демонстрировать единство, чтобы разочаровать врагов. Когда произошла революция 22-го Бахмана, иранская нация одержала великую победу. Она смогла спасти себя и страну от иностранного вмешательства. На протяжении этих лет эти иностранные державы всегда стремились вернуть прежнее положение. Иранская нация стояла твердо. Сегодня иранская нация выражает себя через марши на улицах и требует от тех, кто питается амбициями в отношении исламского Ирана, Исламской республики и интересов этой нации, просто отступить. Национальная сила больше зависит от воли и стойкости народа, чем с ракетами и самолетами. Вы проявили стойкость, хвала Богу, и продемонстрировали свою волю на разных аренах. Проявите ее снова, разочаруйте врага. Пока враг не будет доведен до отчаяния, нация остается уязвимой для вреда и притеснений. Враг должен быть доведен до отчаяния. Отчаяние врага заключается в вашем единстве, в силе вашей мысли и воли, в вашей мотивации и в стойкости перед соблазнами врага. Напомним, на прошлой неделе дипломаты с США и Ирана при посредничестве Омана провели переговоры, пытаясь возобновить диалог на фоне наращивания военно-морского присутствия США у иранских берегов и угроз Тегерана жестко ответить на возможную атаку. Иранские власти заявили, что обсуждать их ракетный арсенал, один из крупнейших на Ближнем Востоке, не будут и требуют признания права страны обогащать уран. Советник Хаминеи и секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани планирует посетить Оман во вторник после непрямых переговоров США и Ирана в Мускате. На Олимпиаде в Милане огромная проблема с медалями. Золотые, серебряные и бронзовые, как оказалось, одинаково ломаются. Причем в самый неподходящий момент, когда чемпионы не сдерживают эмоций и прыгают от радости. Организаторы в понедельник объявили о запуске расследования после ряда инцидентов, когда медали ломались и крошились прямо на церемонии награждения. Среди пострадавших американская чемпионка по скоростному спуску Бризи Джонсон. Джонсон показала сломавшуюся и отколовшуюся медаль. «Я прыгала от радости, и вдруг она просто оторвалась». Не только она столкнулась с такой проблемой. У немецкого биатлониста Юстуса Стрелова бронзовая медаль раскололась при падении на пол, а шведская лыжница Эбба Андерсон рассказала, что ее серебряная медаль упала в снег и раскололась пополам. «Надеюсь, у организаторов есть план «Б» на случай сломанных медалей», — сказала она. Мы полностью осведомлены о ситуации, и вы сами видели фотографии. Мы выясняем, в чем именно заключается проблема. Мы будем уделять особое внимание медалям, и, очевидно, это тот момент, когда все должно быть идеально, поскольку вручение медали, вероятно, один из самых важных моментов для спортсменов. Поэтому мы над этим работаем. У этих медалей есть свои особенности. Прежде всего, как вы видите здесь, есть специальный кармашек, куда вставляется лента. Лента вставляется в саму медаль с помощью специального механизма.